Слепой ветеран Итан Уокер пришел в Центр реабилитации служебных собак, надеясь найти спокойного поводыря. Но вместо этого он остановился у клетки самого опасного пса, бывшего полицейского К-9 по кличке Тор. Агрессивный, неуправляемый, считавшийся безнадежным. Однако, почувствовав Итана, пес неожиданно изменился. Итан потерял зрение 3 года назад после взрыва на службе. Вернувшись домой, он боролся не только с физической слепотой, но и с внутренней пустотой. В центре ему предложили спокойных обученных собак, но его внимание привлек яростный лай из изоляции. В этом звуке он услышал не просто агрессию, боль. Тор когда-то был лучшим служебным псом, находил взрывчатку, спасал жизни. Все изменилось после гибели его напарника во время операции. С тех пор он стал опасным, нападал на людей и никого не подпускал к себе. Его держали в изоляции, считая непригодным к жизни среди людей. Но рядом с Итаном произошло странное. Тор сначала зарычал, а затем замолчал. Вместо ярости появился растерянный скулеж. Пес словно узнал что-то знакомое. Итан почувствовал это и настоял, чтобы подойти ближе. Несмотря на протесты персонала, ему позволили войти в клетку. Внутри Тор напряженно наблюдал за ним, но не напал. Он начал обнюхивать Итана и внезапно остановился у его груди. Там был жилет, принадлежавший сослуживцу Итана, погибшему в том же взрыве. Запах напомнил Тору его собственного напарника. В этот момент агрессия исчезла. Пес прижался к человеку, впервые за долгое время доверившись кому-то. Когда Итана попытались вывести, Тор впал в отчаяние. И в этот же момент начался пожар. Центр срочно эвакуировали, но Тор остался заперт. Итан, не раздумывая, вернулся в горящее здание. Не видя ничего, он шел на лай пса. Добравшись до клетки, он сумел открыть ее. Тор вырвался наружу, но не атаковал. Вместо этого он стал направлять Итана, буквально ведя его через огонь и дым. Пес стал его глазами. Вместе они выбрались наружу, спасшись от огня. После этого стало ясно, Тор не был опасным. Он был сломленным и одиноким. Он защищал Итана, потому что не хотел снова потерять того, кому начал доверять. Директор центра, увидев это, разрешил Итана забрать пса. Со временем Тор стал его поводырем. Без жесткой дрессировки, через доверие, он научился помогать Итану ориентироваться в мире, а сам обрел смысл и покой. Их связь была построена не на командах, а на взаимном понимании. Позже их пригласили на церемонию в полиции. Там Тора признали героем. Но для Итана главное было другое. Он понял, что не спас эту собаку. Это Тор спас его. Их встреча стала началом новой жизни для обоих.